Теперь я точно знаю, сколько стоит мокрый фасад, или как его называют, СФТК, система фасадная, теплоизоляционно-композитная. Насколько эта цена сопоставима с облицовкой обычным облицовочным кирпичом. Если коротко, то кирпичом не быстрее, кирпичом не дешевле, кирпичом не теплее. В качестве доказательства я по ссылке в описании дам свой калькулятор, в котором можно будет вставить площадь фасада и получить расчет фасада, облицованного кирпичом, и облицованного пенопластом по технологии мокрый фасад. Казалось бы, хитрого ничего нет. Посчитал необходимые материалы. Зная фасад, его площадь, можно узнать стоимость на квадратный метр. Но это как бы надводная часть айсберга. Я построил свои исследования на одной стене своего дома. Это не самая сложная стена с одним окном. Площадь стены примерно 30 квадратных метров, минус 2 квадратных метра окна. Полезно-бесполезная площадь оштукатуривания равняется 28 квадратам. В своем исследовании я разделил затраты на явные и скрытые. И скрытые здесь не потому, что их кто-то скрывает от кого-то, а скрытые они потому, что неопытный самостройщик, который первый и последний раз будет делать свой фасад, он просто не знает об этих затратах, и явно ему об этом никто не скажет. То есть явные затраты обычно это что? Это пенопласт, это фасадная сетка, это штукатурка и дюбель гвозди. Все. Фасадный пенопласт я использовал 100 мм толщина. Он сейчас стоит от 500 рублей за квадратный метр. Я покупал его в прошлом году, тогда это было еще дешевле, но уже было дорого. Использовал бийские дюбель гвозди. Сам гвоздь, он стеклопластиковый. Шляпка гвоздя очень крепкая, с металлическим основанием, шайбочка там стоит. Дюбель тоже достаточно крепкий. Они считаются, наверное, лучшими из дюбель-гвоздей, потому что стеклопластик не является мостком холода и не способствует промерзанию. Стоит такой дюбель-гвоздь где-то 16-17 рублей за штучку на квадратный метр. Его нужно 5 штук, получается 85 рублей на квадратный метр. Сетка фасадная стоит от 72 рублей за квадратный метр. Ну, а штукатурка выходит по разным подсчетам где-то 100 рублей за квадратный метр. В итоге туда-сюда получается 700, плюс-минус 750 рублей за квадратный метр. Из этого расчета видно, что примерно 60% это все-таки пенопласт. Кроме прямых затрат, есть еще так называемые скрытые и косвенные затраты. Это монтажная клей-пена, она тоже необходима, и в файле будет указан расчет, сколько нужно на квадратный метр. Естественно, очиститель монтажной пены, потому что если его не будет, то пистолет придет в негодность. Профиль оконный для того, чтобы красиво сформировать откосы и укрепить откосы. Профиль угловой для того, чтобы углы откосов сформировать. Ну и прочие строительные мелочи. Это там леска, гвозди на 200, карандаши и разные мелочи. На 28 квадратных метров мне потребовалось 4 мешка штукатурной смеси по 25 килограмм, получается 100 килограмм. Я использовал смесь церезит. Этих 4 мешков хватило на фасад, собственно, на формирование углов и на формирование откосов. На эту работу у меня ушло 50 часов моего рабочего времени, то есть это выходные и вечера. В эту работу входили подготовительные этапы, то есть там подмостья я козлики делал сам, потом пенорез я сам собирал, натягивал там причалки, все вот эти уровни отбивал. То есть все это время оно тоже требуется для того, чтобы потом комфортно и не спеша произвести основную работу. Сюда также входили мероприятия по подготовке стен, то есть очистка от мусора и грунтование. Я не просто так подсчитывал, сколько времени у меня ушло на эту стену, потому что изначально я узнал, сколько стоит фасадная работа, и мне объявили 1600 рублей за квадратный метр. А вдвоем с напарником эту работу можно сделать за 3-4 дня. И в этом случае каждый из мастеров, так называемых, получит по 5000 рублей в день чисто заработанных денег. Причем многие мастера еще возлагают на заказчика обязанность по обеспечению подмостьями, лесами. Если лесов строительных не оказалось, то они просят, чтобы был пиломатериал для того, чтобы изготовить леса, и время это они тоже учтут в своей работе. То есть они еще накинут за изготовление себе же подмостьев. Я посчитал, что по пятаку в день
платить людям это овер дофига, поэтому решил эту работу сделать в одиночку, не спеша сам. Мало того, что работников необходимо было бы обеспечивать материалами, то есть нужно было бы финансово мобилизовать свои истощенные ресурсы, плюс еще приглядывать за ними, чтобы они не накосячили, не испортили материал. А в этой работе это можно сделать очень быстро. И потом горы там пенопласта и всего прочего испорченного никто уже мне не вернет. Если встал бы выбор нанять работников, то, естественно, я бы искал людей с хорошими рекомендациями с предыдущих объектов, либо от, чтобы они приходили от проверенных людей, от моих знакомых. Про строительные нюансы я сознательно не рассказываю в этом ролике, потому что их достаточно много, и лучше всех, на мой взгляд, о них рассказал Константин с канала «Строим для себя». Ссылку я дам в описании к этому видео. Константин очень грамотно расписал все моменты, и если сделать по этой технологии, фасад будет долговечным, ну и, соответственно, выполнять свои функции, обеспечивать хорошую теплоизоляцию и паропроницаемость. Это видео служит в основном для того, чтобы кто-то, кто сомневается, какую фасадную систему выбрать для своего строения, сделал это легко и непринужденно. Я оставлю в описании ссылку на калькулятор, где можно будет вбить только площадь своего фасада и получить уже стоимость материалов и стоимость работ. Причем у меня там будут указаны и фасад, мокрый фасад по технологии СФТК, и облицовка кирпичом. При сопоставимой цене материала и работы, это примерно 2600 рублей за 1 квадратный метр и по технологии СФТК, и по технологии облицовки облицовочным кирпичом, по технологии СФТК мы получаем теплоизоляцию в 8 раз лучше, чем с кирпичом. Этот аргумент перевешивает все остальные аргументы. Экономика, подкрепленная повышенной функциональностью. Вот так. Удачной вам самостройки. Выбирайте правильные материалы, правильные конструкционные решения. Пока.